Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассмотрим 5 хороших, а главное бюджетных наушников, которые порадуют не только звучанием, но и стоимостью. Выбрать классные наушники с объемным звучанием 7.1 и яркой сценой с неограниченным бюджетом — это не самая сложная задача. А вот выбрать золото среди меди — тот еще процесс. Если для вас актуальна эта тема, я попробую упростить ваши мучения. Подобрал 5 бюджетных наушников стоимостью до 5000 рублей, которые действительно можно купить для игр и получить преимущество перед соперником, играющим в простых затычках или вообще на колонках. Конечно, с монстрами гейминга и около профессиональными киберспортсменами, у которых только наушники стоят как крутая видеокарта, особо потягаться не получится, но с рядовыми пользователями очень даже. Для тех, кто хочет сэкономить, есть проверенный способ взять любую технику на 40% дешевле. Ребята из Blackbaza везут товары из Китая без посредников, поэтому конечная цена получается ниже, чем в сетевых магазинах. Игровой ноутбук по цене пятой плойки. 3060 с трассировкой, 6-ядерный i5 и 11 винда уже установлена. Всего 55 тысяч рублей. Кстати, пятая плойка тоже в наличии, прямиком из Японии за 48 тысяч. Электросамокаты скоро запретят, поэтому нужно брать электроскутер. Современный дизайн, 1200 Вт и скорость до 70 км в час. Всего за 159 тысяч рублей. Где вы такое видели? Компания Apple ушла из России, но Blackbaza осталась. А значит, 15-й iPhone стоит 128 тысяч. На 80 тысяч дешевле, чем на Озоне. Доставка от 7 до 30 дней, но ради такой экономии можно и подождать. Согласитесь? А еще Blackbaza поможет перевести товары с Amazon, eBay, Tmall и других заморских магазинов. Еще никогда покупки не были такими выгодными и удобными. Blackbaza. Пользуемся сами и рекомендуем вам. Переходи в Telegram по ссылке в описании. Ну, а теперь переходим к нашему топу. Открывают рейтинг самые простые Blady G521. Данные наушники подключаются по USB и имеют сопротивление в 16 Ом. Не сказать, что эти две характеристики гарнитуры даже среднего уровня. Питаются от USB, значит звуковая карта им совсем не нужна. А без звуковухи получить вау-звучание точно не получится. Со слабым сопротивлением низкоомные. Это влияет на громкость и качество звука, если что. И в нашем случае, чем этот параметр больше, тем лучше. Но при таких параметрах вам, как игроку, все равно удастся с удовольствием играть в игры и слушать музыку. Особенно если до этого вы не пользовались какими-нибудь реально навороченными моделями. Но не все так плохо. Blady поджали хвосты, напрягли булки и каким-то образом смогли вкорячить еще и виртуальный 7.1. Понятно, что особо объемного звука не добавится. Качество оставляет желать лучшего. Но наушники хотя бы пытаются создать объем и добавить басы, не искажая остальные звуки. Однако получается действительно так себе, поэтому целым преимуществом я это не назову. Но в гарнитуре стоят 50-мм излучатели. И вот это уже неплохо, ведь чем они больше, тем насыщеннее и глубже получается звучание. Сами же излучатели расположились в пластиковых чашках. Да и в общем наушники сделаны полностью из пластика. По ощущениям он не самый качественный, но через несколько лет эксплуатации не раскрошится и от ежедневного надевания на голову не потрескается. Главное, что сидят комфортно, не давят. Можно регулировать под себя. Но, конечно, если играть по 8 часов не снимая, то уши почувствуют небольшой дискомфорт. Но он не такой критичный, чтобы отказываться от покупки, так как амбушюры достаточно мягкие. Еще уточню, что есть микрофон, и он даже шумодавом, поэтому общаться с тиммейтами можно будет без проблем и посторонних звуков. Четвертое место рейтинга занимает пара JBL Quantum 100. Вот так сказать, что они чем-то серьезным отличаются от прошлых Blady, не могу. Но все же это JBL, который больше ценится в кругах аудиофилов. Хотя и получается, что они не сильно-то и превосходят по качеству менее авторитетные Blady. Из заметных отличий это подключение по мини-джек 3,5 мм, а не USB. И вот это уже как раз то, о чем я говорил. Здесь звук зависит только от материнской платы, какая у нее звуковуха. Но если так обобщить, то для базовых потребностей среднестатистического пользователя ее более чем достаточно. Конечно, меломаны могут купить и внешнюю карту с более навороченными характеристиками, но даже геймеру-любителю с головой хватит уже встроенной в материнку звуковухи. Ну и еще один большой плюс такого подключения — возможность подсоединиться к смартфону или, например, к приставке. С USB такие фокусы не прокатывают. И вот тут давайте говорить о звучании. Наушники оснащены 40-мм излучателями. Да, они поменьше, чем у Blady G521, но если накинуть на них увеличенный импеданс в 32
Ома, то получается тоже качественный и громкий звук. Без 7.1, конечно, но тут он большой роли бы не сыграл, поэтому даже в какой-то степени хорошо, что его тут нет. Меньше переплаты. Но больше всего в этих наушниках мне не понравилось само исполнение. Сделаны они из хлипкого пластика, поэтому вся конструкция не вызывает особого доверия. Конечно, если наушники не ронять и не бросать, то просто так ничего не сломается. Но прошлые Блади в этом плане были, конечно, более собранными. Благо, хоть сидят удобно. Мягкие амбушюры из кожзама, пластиковое регулируемое оголовье и удобный съемный микрофон с шумоподавлением. А что еще нужно для гейминга? На третьем месте рейтинга стоят HyperX Cloud Stinger S. А вот микрофон у Cloud Stinger похвалить ну никак язык не поднимается. Он довольно тихо передает голос говорящего. На той стороне собеседник и вовсе слышит свое эхо. Ну и довольно часто встречается брак в прошлых партиях. Сейчас брака стало поменьше, конечно, но качество микрофона кардинально не изменилось. Поэтому за это однозначно жирный минус. А вот к звучанию особо не придраться. Первое, что бросилось мне в глаза, довольно нестандартный частотный диапазон, который начинается с 18 Гц и заканчивается на 23 кГц. Вот этот странный параметр, которым так любят манипулировать маркетологи, надеясь на то, что большинство людей не в курсе про максимальный частотный диапазон, который способен услышать ухо человека. И он начинается с 16 Гц, а заканчивается на 20 тысячах. Более нам слышать не дано, поэтому в следующий раз не поддавайтесь манипуляциям. Намного важнее обратить внимание на сопротивление, динамики и звучания в целом. Здесь практически те же 30 Ом, немного увеличенные излучатели до 50 мм и трансляция звука через звуковую карту материнской платы. В конечном итоге получается приличный для игры звук. Слышно шаги соперников, выстрелы, взрывы и другие спецэффекты. Они приятно дополняют картину с экрана. Да и шумоизоляция достойна. Можно спокойно играть в наушниках, если в комнате еще кто-то смотрит видео или слушает музыку. Но вот чего прям не хватает, так это объема 7.1. Его здесь просто нет. Но HyperX решили создать отдельную модель этих HyperX Cloud Stinger, в которые и поместили виртуальный 7.1. Не знаю, какой логикой они руководствовались, но если вам критически важен 7.1, то есть точный аналог. В остальном же подмечу только более качественный пластик и собранную конструкцию наушников в целом. Можно без страха регулировать оголовье, крутить амбушюры и в комфорте играть, не сдавливая голову. Поэтому в этом плане не придраться. Вторую строчку топа занимает Edifier G2.2. Ну, а если HyperX вам по какому-то параметру не подошли, а 7.1 ну ой как хочется, то есть альтернатива Edifier G2. Но эти наушники подключаются только по USB, поэтому в плойку подключиться не получится. Однако имеют импеданс побольше, 32 Ома, поэтому звук в них искажается немного меньше. Вместе с 50-миллиметровыми динамиками итоговый звук получается лучше, чем у прошлых стингеров. Если сравнивать вот так вплотную. Более чистый, объемный и глубокий. Ну, оно и понятно. Более качественный 7.1 дает о себе знать. Да и на голове ощущается приятно. Хоть они полностью пластиковые, здесь не создается ощущение, что производитель просто сэкономил. Материал выглядит и чувствуется качественным. Важно, что прочность дает такую, что можно смело срывать с головы в какой-то особо горячий и подрывающий эмоции момент. Но главное это вес, который составляет 266 грамм. С такими параметрами играть в этих наушниках часами плевая задача. Здесь уже не будет ничего давить на виски, уши и голову. Просто надели и почти не ощущаете их. А поскольку амбушюры сделаны из кожзама, вполне возможно, что будут немного потеть уши. Проблема не критичная, но кому-то может не понравиться. Также отмечу микрофон. У этих наушников он работает хорошо, не передавая лишние шумы и звуки в voice chat. Команда точно не будет жаловаться на то, что вас слышно как в бочке или вовсе не слышно. Ну и плюс его можно отсоединить при ненадобности, чтобы не мешался. Ну и лидером рейтинга стали наушники Razer Black Shark V2X. Не скажу, что они кардинально отличаются от всех остальных моделей рейтинга. Подключаются наушники по мини-джеку. Это запишу скорее в преимущество, чем в недостатки, так как есть возможность докупить звуковую карту, улучшить звук. Ну и элементарно подключиться можно к чему угодно. Сопротивление у Razer точно такое же, 32 Ома. 16, 30, 32 толком ничем друг от друга не отличаются. Вот 32, 100 и 250 другой разговор.
Так хотя бы ощущается разница. А в остальном небольшая прибавка в несколько десятков Ом создают отличие только в совокупности всех параметров. Например, динамики. Здесь стоят хорошие излучатели с индивидуальной передачей низких, средних и высоких частот, не перемешивая одно с другим. Объемное звучание, создаваемое виртуальным 7.1. Хорошая шумоизоляция и пассивное шумоподавление благодаря продуманным амбушюрам. Они из мягкой искусственной кожи, комбинированной с дышащей тканью, чтобы ухи не потели. Оголовье стандартное, тоже мягко регулируется. Не скажу, что это самые удобные наушники для 8-часовых игровых сессий. Нет, конечно. Все-таки это не какая-нибудь премиальная кожа, набивка и гибкая регулировка. Это самая стандартная конструкция, которая рассчитана на среднестатистического пользователя. Поэтому, если для вас важно соотношение цены, качества, звучания и комфорта в сегменте цен до 5000 рублей, то эти рейзеры как раз отличный вариант. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.